Ребят, всем здравствуйте! Обновленная и здоровая, я вновь рада вам показаться. Хочу сказать, кстати, нас же уже ровно 8000 подписчиков, вы представляете? Очень долго ждала эту цифру, и особенно когда в конце думаешь, ну где же он тот самый последний, там 7999, когда набирается. Хочу сказать вам большое и огромное спасибо именно за то, что вы смотрите мой канал, что вы мне доверяете, принимаете мой опыт, ну и пользуетесь моими знаниями, применяете их где-то в своей практике. И хочу вас попросить лишь об одном, чтобы меня порадовать, чтобы было мне намного приятней знать, что действительно мой канал полезный, но для вас. И поделитесь, пожалуйста, где-то в социальных сетях, не знаю, с какими-то своими друзьями, подругами именно моими видео. Допустим, какое-то видео вам понравилось, вы можете куда-то в социальные сети скинуть, и тем самым и вас это не затруднит, и мне будет хорошо. То есть хочу вас попросить, чтобы вы помогли в развитии моего канала. Я считаю, что канал интересный, и о нем должны знать не только вы, но и многие. И сегодня я хочу вам показать, ну вот все эти орхидеи, которые мы вместе с вами в последнее время лечили, восстанавливали, пересаживали. У половины из этих орхидей пересадки были относительно недавно. Но именно сегодня я хочу обратить ваше внимание на полив. Большая часть вопросов остается именно про полив. Многие недопонимают, как это вообще должно выглядеть и как происходит. Именно на это видео подтолкнула меня одна из моих подписчиц. Как-то в комментарии она мне пишет: ну, Лена, видео хорошее, познавательное, спасибо. Я точно так же пользуюсь таким же микрополивом. Я такая сижу, думаю, я вроде бы микрополивом не пользуюсь. Оказывается, то, что я говорю, но знаете, честно, вот прям говорю, что на протяжении 7 лет я, оказывается, пользовалась именно методом пролива, а это, оказывается, микрополив. Но здесь смысл будет один и тот же, просто лишь-напросто кто как это называет. В комментариях вы мне можете по прошествию времени, сейчас посмотрите видео, написать именно, как вы поливаете свои вот такие орхидейки. Ребят, это не простые орхидейки. И таким поливом я пользуюсь не всегда. Сейчас я вам постараюсь максимально подробно на своем простом русском языке рассказать, для чего я это делаю, для каких это я орхидей делаю и какой полив подходит. Не каждая орхидея может жить и быть в таком поливе. И опять же, в силу своей занятости, не каждый архивод может пользоваться этим поливом. Давайте приступим и сразу обзорчик покажу тех орхидей, которые буквально недавно у меня появились на пересадке. Они сейчас адаптируются, восстанавливаются, и увидим, как с ними все хорошо. Вот они, те самые орхидейки. Давайте начнем с более свежих посадок. Это получается самая крайняя пересадка, которая у меня была из моих орхидей, чисто моих, которая моя, то есть не на продажу, ничего, а это мой сурф-сонг. Посмотреть про него можете вот в этом видео. С момента пересадки прошло 5 дней. Что же я замечаю по этой орхидее? Мне, знаете, очень, конечно, приятно в комментариях читать, когда вы пишете: Лена, ну да, ситуация такая получилась, но вы молодец. У вас все получится, у вас все будет хорошо, орхидеи восстановятся и начнут новую жизнь. Да, я не сомневаюсь в том, что это все именно так оно и будет. Листья, вот я смотрю по листьям, они и все равно еще до сих пор, конечно, у них тургор потерян, но на ощупь они становятся получше. Насчет этих листиков, что хочу сказать. То, что желтит изначально от основания, мы сейчас прям можем заглянуть и посмотреть, что там и по какой причине это происходит. То, что желтит от шеи, это не есть хорошо. Здесь также, ну давайте здесь глянем. Так вот буквально отодвигаю.
максимально. Здесь пока ничего не вижу. Здесь тоже пока ничего не вижу. Этот лист, он здесь сам по себе уже начинает падать. Но вот так буду заглядывать. Конечно, опасения есть, но на данный момент все хорошо, стабильно. Вот здесь вот листик, он начинает желтеть, и здесь также желтеет. Это, ребят, происходит лишь потому, что орхидея долгое время была в засушенном виде. Да, я ее засушила. В том видео я уже все рассказала, там можете посмотреть, что и почему. И когда мы начинаем давать орхидеи воды, и тогда может произойти вот такая ситуация. Вот то же самое, что у человека, когда происходит обезвоживание, и выпей огромное количество воды, человеку будет плохо. Здесь то же самое, ребят. Она его, конечно, листик этот отжелтит. Ничего, ладно, пусть желтит. А от шеи, я смотрю, нормально. Шея спокойная, ничего здесь плохого нет. Значит, это не причина, никакое заболевание. И на данный момент, какой же у нее полив? Я ее на следующий день. 10 числа была пересадка. Нет, вру, я ее 12 числа проливала. Сегодня 15 число, прошло еще 2 дня. И сейчас мы вместе с вами будем орхидейку проливать. Ту же самую процедуру я проделывала после первого ее полива. Здесь у меня привикур. Я разделила его на 3 части. Можете использовать любой, кстати, использовать. А зачем его использовать-то привикур? Изначально, как мы знаем, у него корневая система не совсем стабильная. То есть местами подгнившие корешочки даже пошли в посадку. Конечно, это в надежде на то, что, возможно, гнилостный процесс остановится и корни дадут новый рост. Так как гнилостный процесс у меня здесь есть, то мне необходимо обязательно брать какие-то фунгициды. Но из такой артиллерии, как привикур, вы можете брать топаз, скор, витарос. Про них, ребят, это просто я знаю, что с такими препаратами, фунгицидами работают. Я на свое усмотрение выбрала привикур и фитолавин. Вот что можно использовать. Сейчас на данный момент какие-то биологические препараты, но я тоже пока их не буду рассматривать, потому что ситуация потяжелее. И микрополив. Вот он какой. Просто я верхний стараюсь увлажнить верхний слой грунта. Та вода, что у меня стечет, то стечет. Что остановится на грунте, на корешках, то остановится. Также сразу начинает увлажняться кокосовое волокно. И вот так. Я не скажу, сколько я наливаю воды. У меня вот маленькая спринцовочка, почему-то мне она больше понравилась, чем большая. Большая, ее нажмешь, потом отпускаешь, и она почему-то воду еще оттуда выдает и местами попадала на шею. Да ну, я уж лучше маленькая. Она маленькая, очень быстро набирает, удобно. Вот так вот проливаю орхидею. Для чего это необходимо? Если вы начнете сейчас орхидею поливать, ну так как положено, если, опять же, я здесь говорю лишь про органический грунт. У меня нет ни одной орхидеи вне органики, и поэтому я только лишь про орхиату. Какие у вас там грунты, ни в коем случае у меня не мох. Если мох, то, конечно, так микрополивом пользоваться уже я не могу. И если это органический грунт, его положено погружать в воду, либо воду оставлять в уровне дренажного слоя. С гниющей корневой ни в коем случае этого делать не стоит. Я вам советую так не делать, лишь только потому, что она является гнилостной, она является больной. Чем больше воды при поливе вы ей даете, вообще даете в целом, тем больше вероятность того, что начнет развиваться корневая гниль дальше. И сейчас на момент гниения корней, пока я этот процесс не восстановлю, мне необходимо будет именно вот так проливать каждый раз, каждый раз. То есть если у вас происходит гнилостный процесс корневой системы внутри грунта, и вот так вот дозированно, то есть методом пролива
микрополив вы осуществляете для орхидеи, все равно какую-то часть именно воды и этого препарата, что вы ей даете, орхидея впитывает. Вот даже сейчас вы видите, что корневая система, она является увлажненной. Она не политая, не замоченная, она просто лишь-напросто увлажненная. И вот этот грунт, он тоже слегка у меня увлажненный. Вы, конечно, можете в 2 раза брать меньше воды, но также вам необходимо будет 2 раза в день, утро и вечер, совершать вот такие проливы. Так как у меня времени особо нету с ними бегать и сюсюкать, я лучше 1 раз в 2-3 дня их пролью. Проливаю такие орхидеи ровно тогда, когда я увижу, что грунт у них сухой. Корневая она может уже даже завтра быть сухой. Грунт. Для меня важно именно грунт. Как только он является сухим, и если на дне 1/3 будет влажного, а все остальное сухое, уже можно пролить. И вот такие проливы, микрополивы я совершаю до тех пор, пока я не увижу стабилизацию самой корневой системы. То есть прекращает гнить. Вот эти корешочки остаются нормальными. Все. Тогда я уже могу орхидейку погружать. Ровно такой же полив, таким же методом микрополива я совершала вот для этой орхидеи. Теперь, конечно, в этом видео можете про нее посмотреть, какие препараты сейчас в ней заложены. И теперь полив у нее абсолютно другой. Изначально, как только я увидела, что у орхидеи стабилизировалась корневая система, а на данный момент она не портится, не гниет, остается такая же зелененькая и хорошая, я начинаю выдыхать. Вот этот корень, который здесь есть, подпорченный, ну и есть, он уже все сгнил и свою функцию он изжил. Как только замечаю, что стабильно, нормально корневая система на протяжении, допустим, недели, ничего не портится, а ранее я ее проливала именно с привикуром. Проливала также по мере просыхания именно здесь уже цеофлоры и мха. Вот здесь у орхидеи я, конечно, ориентируюсь только лишь напросто по одной коре. Здесь больше ничего нет, кроме коры. А здесь есть, здесь самый влагоемкий грунт, это именно мох. Вот по нему я и ориентировалась в поливе. Как только вижу, что он высыхает, все. Начинаю опять проливать. Проливаю, пока у меня не увлажнится именно вот эта вот часть грунта. И такого полива хватает на 2-3 дня. Ну, может даже и больше, на 4, потому что это более влагоемкий грунт. Еще раз повторюсь, если у вас хватает времени, либо вы как-то, переживаете, да, за полив и боитесь где-то лишний раз орхидейки как-то навредить, вы можете чуть меньше брать. Вот у меня изначально было 300 мл воды, я излила 150 мл. Вы можете, допустим, 100 мл излить. Этого будет достаточно. Но всегда, ребят, ориентируйтесь только лишь по грунту. Как только увидели, что грунт просох, либо вот-вот уже просохнет не сегодня-завтра, опять проливайте. И какой хороший, ребят, у меня результат. Действительно. Тьфу-тьфу, конечно, какая я молодец. Пока сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Но вы, мои подписчики, у меня, конечно, молодцы, и меня хвалите. Эти были орхидеи самые тяжелые, вот из последних пересадок, которые есть, видите, да, по состоянию. И тургор у них, кстати, тургор-то у них тоже восстанавливается, но все равно он не такой хороший, как казалось бы. И вот такой вот микрополив, он дается немножко, по чуть-чуть. Когда корневая нездоровая, когда корневая неактивная, она не способна потреблять много воды. Лучше на данный момент не навредить. Поменьше, дозированно давайте, но зато у вас будет гарантия того, что вы не загниете корневую систему. И тем самым вы ее не засушите. Не засушить также является неотъемлемой частью. Нельзя вам засушивать именно корневую систему. Но опять же, в этом вам поможет грунт. Увидели, что грунт уже подсыхает, либо сухой, все, сразу же начинаете проливать. Та же самая ситуация с вот такой орхидеей Лека Фантастик. В этом видео можете про нее посмотреть. Случилась внутри грунта полная корневая гниль. И здесь сейчас в посадке только лишь воздушные корни.
Точно так же с поливом я поступала и с данной орхидеей. Насколько я знаю, и вы должны тоже это знать, когда у вас в посадку идет воздушная корневая, здесь, ребят, с поливом нужно быть однозначно осторожно. Потому что воздушные корни, они же растут извне, и они непривычны вообще к поливу. Они не приучены к воде. И для того, чтобы заставить работать, они не видели никогда раньше грунта, именно эти корни, чтобы заставить их работать и правильно принимать воду и отдавать ее орхидеи, вам необходимо правильно и дозированно в первое время подавать орхидеи воду. То же самое с тем же привикуром. Я орхидейку вот так вот проливала, как там изначально вам показывала. Верхний слой грунта я его проливаю везде, водичка стекает. Вижу, что корешочки увлажняются, грунт увлажнился. И это делала я ровно до тех пор, пока я не увидела вот такую стабилизацию корневой системы внутри грунта. Видите? Так, с момента пересадки у нас уже, ребят, прошел месяц. И, кстати, сейчас такой результат вам запечатлю. Я вообще сама в шоке. Нравится вообще. Люблю, конечно, все эти процессы восстановления, лечения и все такое. Вот также ее корневая система. И видите, вот корешочек. Вот корешочек, который начинает прорастать. И, как вы можете замечать, хорошая, зеленая, плотная, здоровая корневая система внутри грунта. Сейчас я орхидею поливаю уже по-другому. Когда я удостоверилась в том, что этот микрополив мне помог, орхидея корни не портит, также, допустим, ну, по прошествию, наверное, 3-4 вот этих микрополивов, я замечаю стабилизацию. Все, корневая не портится, ничего с ней не случается, все хорошо, нормально. Теперь я орхидею содержу вот так. Для наращивания корневой системы им необходимо большое количество влаги. На самом-то деле. Сейчас я ее также проливаю, верхний слой грунта, и водичку оставляю ей в уровне, ну, в моем случае дренажный уровень, это кокосовое волокно. Вот так вот оставляю. Все. Видите, насколько грунт является увлажненным. Вот это все увлажненное, а сверху здесь сухое. Орхидея чувствует себя прекрасно. Я включила воздушные корни к воде. Они начинают расти, они начинают раскупливаться. И все, теперь постоянно я вижу тоже. Ну, я, конечно, у меня здесь вода, она постоянно не стоит. Я водички подлила, в поддоне оставила. И орхидея там за какое время сейчас, конечно, подольше не держит, потому что зима. Примерно где-то 1,5-2 недели хватает. Прям вот постоянно вот в этом болоте содержать орхидеи, конечно же, не стоит. Также, если вы новичок и не понимаете полив, вот так вот лучше оставление воды в поддоне вам не стоит делать. Что вам необходимо делать? После того, как вы пролили воду, также видите стабилизацию корневой системы, вы ее можете просто погружать. Вот я ее могу сейчас спокойно погрузить, потому что корневая стабильная, хорошая, нормальная. И также увлажнили грунт. Смотрите дальше, что грунт является просохшим. Как тоже я определяю полив по грунту. Я вижу, что у меня 1/3 грунта вот здесь вот на донышке мокрая, вот это вот мокрая, а это все сухое, я уже начинаю орхидею поливать. Если я вижу, что половина сухого, половина мокрого, еще не поливаю. Ровно вот так я определяю по грунту полив. Корневая система также, она там через уже 3-4 дня будет являться вот такой вот серебристой. Для себя я тоже понимаю, что нельзя орхидеи постоянно содержать в воде. Ну, по крайней мере, я почему-то решила вот так вот быть в плане полива. Потому что это эпифиты. Это то растение, которым необходимо давать просушку. Чем больше и чаще просушку вы давать орхидеям будете, тем здоровее она у вас будет. Не дай бог, вот вы содержите постоянно орхидею в воде. Можете со мной даже поспорить в комментариях. И не дай бог, вы засушили орхидею. Все, она у вас начнет болеть. Это я говорю лично по своему опыту. Может, у меня был такой опыт какой-то непонятный и печальный. Но когда у меня орхидея постоянно находилась в влажной среде, корешочки постоянно увлажнены,
И потом случилось так, что просушка, все, орхидея начинает терять корни. Потому что для нее это стресс, она не понимает, как быть без воды. И я решила для себя, что я буду и вот так увлажнять, и тем не менее я их буду просушивать. Далее на очереди идет вот такая орхидея. Это моя, я себе ее оставляла, красивый биглип. В этом видео можете посмотреть, что с ней произошло. Ребят, знаете, с момента пересадки у нас уже 2 месяца прошло. Тургор, здесь вот просто у нее, у листа, у самого перегиб изначально как от садовника шел, так он перегиб этот и остается. Но ничего я не могу сделать, и на опору уже не ставлю, ладно. Все равно тургор, он является хорошим, нормальным. Посмотрите, орхидейка жила. Полив тот же самый, абсолютно, потому что полностью в грунте воздушные корни. Все, что было внутри ранее сгнило, и вот эти на поверхностные, которые остались, я их все туда погрузила. Полив определяю у нее также вот по этому грунту, по слою мха. Вижу, что он сухой, я начинаю орхидею поливать. Сейчас видно, что грунт сам по себе увлажнен. Но вот через зеленый горшочек, конечно, плохо что видно. Здесь сухо, здесь мокро. И вижу, грунт просох, мох сухой, и начинаю проливать. Также верхний слой грунта проливаю. У меня мох увлажняется, все. Этого полива орхидейки достаточно. И так далее делаю. Опять же, ровно до тех пор, пока я не увижу стабилизацию корневой системы. На данный момент я орхидею содержу тоже так же. Как и Лека Фантастик. Ее проливаю в поддоне воды, оставляем. Все стоит. И опять я воздушную корневую систему приручила к воде. У меня здесь ничего не портится, но здесь и корешочков-то особо не видно. У меня только вот этот один... нет, вот они, 2 корешочка, по которым я ориентируюсь. А остальная часть корней, она находится здесь, именно за данным рисунком. Я не вижу. Это моя орхидейка. Я по своей вине ее, загубила. Также в этом видео вы можете про нее посмотреть. Что хочу сказать про нее. У нее ситуация внутри грунта была такая, что после пересадки часть корней была воздушная, часть корней была ранее, которая видела грунт, но все равно какая-то часть корней, она у нее подгнила. И сейчас она также продолжает подгнивать. Все равно я смотрю до конца, и вот даже вот эти корни вижу и понимаю, что они догнивают. И чтобы мне предотвратить гнилостный процесс, вот этих каких-то корней, сейчас покажу сразу заодно, какой у нее полив. Прошло у нас от момента пересадки 2,5 месяца. Корешочки новые, она растит. Вот. И хочу, кстати, обратить сразу ваше внимание вот на эту часть у листика. Видите? Казалось бы, что такое? Все лечим, все сразу лечим. Что-то здесь не то и ненормально. Но знаете, смотрю, наблюдаю. Заняла такую наблюдательную позицию. Если бы это было что-то чем-то плохим, то у нее бы вокруг вот это, как будто что-то сохнет, да? Не то чтобы гниет, но что-то подсыхает. Если бы было что-то плохое, здесь бы начинал лист желтеть. Я желтизны никакой не наблюдаю. И в первую очередь, когда происходят вот эти гнилостные процессы у ствола, начинают портиться корни. Видите, корешочек нормальный. Но если вдруг ситуация повернется ровно так, что здесь что-то есть, и лист начинает желтеть, корешочек куклить, начинаю сразу лечить. Но об этом уже в другом видео. Так как у меня привикур остается, я орхидею также проливаю. Я ее пока не содержу. Именно воду не оставляю в уровне дренажного слоя, потому что нестабильная корневая система. Гнилостный процесс, он еще не остановлен. Вот такие моменты и нюансы вам необходимо, ребят, понимать. Это элементарно. Почему-то мне кажется, конечно, по прошествии лет, что уж там говорить, мне кажется, что это все элементарно. Но я вам разжевала так, как не разжует вам больше никто. И не расскажет, и не покажет. Здесь уже до такой степени все говорится постоянно, и тем более вот в этом видео все размусолила. Вот прям что водички, честно говорю, не хватило. Можно было бы еще маленечко пролить.
Вот так вот можно было бы, да. А что говорить? Можно эту же воду дальше использовать. Беру из поддона и продолжаю орхидею увлажнять. Так я делаю, тоже практикую. Стараюсь сейчас увлажнить грунт, увлажнить корешочки. Вот видите, они уже начинают местами зеленеть. Вода к ним попадает. А если просто вот так вот пролить и оставить так, как есть, ну и смысл. Завтра вам уже опять придется ее проливать. Вот видите, корни начинают зеленеть. Когда вот такую ситуацию видите, то можно уже не поливать. А если вы проливаете, и у вас корень остается вот таким серым, старайтесь именно пролить и увлажнить корешочки. Увлажняете корешочки, увлажняется у вас грунт. Орхидею я увлажнила. Вот даже вот этот корень, который был изначально серым, вот так позеленел. И такого пролива орхидеи будет достаточно. Тем более у меня сейчас цеофлора увлажнилась, который влагоемкий компонент, который будет держать влагу. И вот эту оставшуюся воду я ее просто вот сюда сливаю. Пока я ее в поддоне не оставляю. До тех пор, пока корешочки мои не начнут вести себя нормально. То есть до того момента, пока я не увижу, что вот эти корни, они перестали гнить. Они все равно еще догнивают, поэтому с поливом осторожничаю. Вот такую орхидейку вам вновь хочу показать. Это орхидея от Таи была мне отдана в этом видео. Про то, как я ее пересаживала, уже во второй раз можете посмотреть. И сейчас пока сижу, кручу. Ой, ребят, что замечаю? Какая молодец, молодец. Как же я люблю вот эти моменты. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вы относитесь вот к такому. Ребят, это новый корень. Это говорит о том, что орхидейку на данный момент все устраивает. Ей нравится. Ой, аж прям сердце кровью обливается, честно говорю. Так, смотрим. Вот даже на данный момент видно, что грунт, он у нее влажный, увлажненный. Так, вот здесь вот он у нее сухой, потому что вот эта часть, она находится ближе к батарее. И здесь она у нее более подсохшая, а это, ну так скажем, более к окну. Здесь более увлажненная. Как же я поливаю также вот здесь вот корешочек новый. Как я поливаю данную орхидею? Буквально недавно вам показывала и говорила о том, что нестабильна корневая система. Но вот сейчас смотрю, мне нравится. Орхидея не портит эту корневую, а с момента пересадки у нас прошло 3 недели. И это хороший результат. Если бы здесь была корневая гниль, то корни бы, естественно, испортились. Нет, нормально, все хорошо. Значит, на данный момент я не применяю к ней никакие фунгициды. Абсолютно. Теперь что я беру? Я беру стимулирующий препарат. О том, какой здесь препарат, я вам не скажу. Я вам буду говорить про него в другом видео, потому что я его сейчас тестирую его для себя. Вы можете брать любой абсолютно стимулирующий адаптоген препарат, который вам нравится, который вы используете. Циркон, янтарную кислоту, Редифарм, Экофуз, Хитозан, HB101. Вот этими препаратами я пользуюсь. Давайте говорить про орхидею вот так. Ее я всегда проливала. Ребят, даже пусть она такая большая, здоровая, но 3 недели я ее проливалась. Опять же, ориентируясь по грунту, по увлажненности. Ни в коем случае не погружала, потому что вот эти корни без того были, ну, сомнительные такие и непонятные. То ли они будут гнить, то ли они будут чувствовать себя нормально. Но как орхидея себя показывает по прошествию 3 месяцев, Лена, успокойся, все у меня хорошо, ничего у меня не гниет. Но давайте вот в этом видео я вам просто покажу, а следующий у нее полив уже будет методом погружения, потому что корневая у нее хорошая. Ранее я ее проливала вот так же. Верхний слой мха увлажняю.
весь. Возле шеи стараюсь аккуратно. Я, как-то, знаете, не привыкла, допустим, орхидеи опрыскивать. Кто-то обильненько опрыскивает, чтобы все туда стекало, там шею закрывает. По мне проще вот работать. Оно ровно так же все стечет. Зато я контролирую спринцовку, нажатие воды. Мне не нужно будет, я вот по капелькам ей накапаю. Мне нужно будет, я дам ей струю. Привыкла к спринцовочке, именно к маленькой. Кто-то мне также в комментариях писал: Лена, ты вообще как с такой маленькой спринцовкой? Да вообще нормально, легко и просто. А на воду очень быстро набирает и никуда. Лишняя вода при нажатии, ну, не стекает ни на шее, ничего. И также, ребят, вот эту вот водичку из поддона я могу ее брать и продолжать орхидею проливать до того момента, пока у меня хорошенько не увлажнится вот этот грунт. Кора, я вижу, что она местами сухая, и не увлажнятся корешочки. Здесь, конечно, вот такой орхидейке, которая уже восстановилась, чувствует себя лучше, чем те, ей можно дать воды побольше. Тем вновь болеющим такой объем количества воды давать не нужно. Там нужно уменьшать. И следующий полив, как я уже говорила, буду совершать именно методом погружения. Оставлять воду в поддоне не буду. Но вот такие обычные посадки я в основном стараюсь именно их погружать. В поддон я их не стараюсь оставлять. Если бы была закрытая система, конечно, в поддончик можно было бы водичку оставить, а здесь нет. Если полностью погружаю, я же полностью увлажняю весь грунт, и этого будет орхидеи достаточно. Даже вот сейчас еще можно, да, здесь воды оставить, ну, минут на 10 в поддоне, на 15, чтобы корни внизу, которые есть, они начали воду принимать, верхним корням отдавать, а уже через 10 минут я водичку отсюда солью. И есть у меня вот такие две орхидейки. Про ее удивительное и чудесное восстановление можете посмотреть вот здесь. Что хочу сказать про нее. Изначально полная корневая гниль. Купила с гнилыми корнями. Корешочки, давайте вот еще, развиваются. Все, дай бог, активно растут, уходят в грунт. И ее, я воду ей постоянно, ну не постоянно, по возможности тоже, когда подхожу к ним, сейчас даю именно со стимулирующим препаратом. Потому что корневая гниль, которая была, она уже ушла, ее уже давно нету. Корни активные, и для того, чтобы придать сил орхидеи, обязательно необходимо ее чем-то стимулировать. Хоть чем, ребят, хоть чем. Но я сейчас тестирую вот этот препарат. И вот так ей воды подливаю. Можно просто даже уже не проливом, а просто налить и оставить воды. Вот если прямо сделаю, вот он корешочек. Но это верхний корешочек. А еще ниже располагается вот этот корень. Ну, также нормально, да, вода не достает до корня, и корень будет чувствовать воду и будет туда тянуться. Все, вот прям оставляю, так скажем, в таком болоте. При реанимации вот так. Внутри вообще нет ничего, абсолютно. Все корни, которые здесь есть, они уже давным-давно сгнили. А вот эти вот корни активные, растущие, и они должны тянуться к воде. Чем больше влаги на дне, тем быстрее и лучше они туда уходят. Так, про данную орхидею, то что я хочу сказать. И вообще про них, то что в целом я хочу сказать. Давайте заодно ее тоже я увлажню. Потому что вижу, что на дне у нее 1/3 грунта является мокрым. Все остальное сухое. Даже мох вот здесь он сухой. И также со стимулирующим препаратом корневая гниль, которая ранее была, также отошла, отступила. Я могу ее пролить. Сразу покажу. Видите мох? Я стараюсь увлажнять именно верхний слой мха. И вот в этот, который находится в середине. Здесь то же самое. Верхний слой мха и тот, что в середине. И этого будет орхидеи достаточно. Сейчас я водичку в поддоне могу оставить, потому что у нее на низу есть два вот таких вот корня. И чтобы их напитать, вот даже в отверстие прям на корень налью, чтобы их напитать, увлажнить,
Минут на 15 воду оставляю, далее сливаю. Уже, конечно, эту орхидею можно и погружать, потому что ее корневой системе уже ничего не угрожает. И заострю ваше внимание, давайте вот на такой момент. Часто мне в комментариях, когда видят вот такие орхидеи, вот с такой ситуацией, что тургор у них потерян. Кто-то начинает мне советовать и писать о том, что Лена, там, одевай пакеты, Лена, там, укладывай спонжики, что-то еще. Ребят, я этого не делаю. Я такое практикую, да, есть определенные ситуации, по которым я могу сверху поставить пакет. Допустим, если вот эта вот орхидея на данный момент была, нет, что я говорю? Вот Сурсонг. На данный момент корневая система нестабильная. Если я одену орхидею в пакет, полностью погружу, чтобы мне восстановить ее тургор, не забудьте о том, что грибковость здесь присутствует. Одевая сверху на нее колпак, вы тем самым уменьшаете циркуляцию воздуха. И начинается гнилостный, начинает грибковость подниматься вся наверх. Она не то чтобы вот здесь развеивается, а она вся содержится в этом пакете. И начинает там пятна появляться на листьях, на шеях появляться пятна. Это говорит о том, что вы создали в вакуум идеальные условия для прорастания грибковости. С гниющими и с болеющими орхидеями так делать нельзя. Когда у вас орхидея уже проходит именно тот этап, что корневой гнили нет, да, можно одеть орхидею в пакет и восстановить ей тургор. Также можно спонжики сюда положить, также можно пакеты сюда одеть, ребят. Я этого ничего не делаю, но не знаю почему, да не делаю, да и все этого. Что я делаю? Я оставляю вот так, как есть, все. Хочу вам такой пример привести. В том году, когда вот я их все орхидеи восстанавливала, у меня тоже была такая ситуация с некоторыми орхидеями. Вот что бы я с ними ни делала, какие бы спонжики ни ложила, в какие бы пакеты ни ставила, и как бы горизонтально я их не ложила, я ничего не могла с ними сделать ровно до тех пор, пока не начали нарастать корешочки. Вот эта орхидея, посмотрите, какой у нее был изначально плохой тургор. Вот настолько лист сморщинился, прям как вообще. И висели они так же, как уши спаниеля. Смотрите, ничего не делала, абсолютно ничего. Я просто-напросто убираю опору. Что происходит? Стоит и держится листик. Вот. У листа начинает появляться тургор. Вот эта упругость. А почему? Спросите вы. А потому что, ребят, у орхидеи начинают расти корни. И я поняла для себя, у меня не случится вот этого волшебного восстановления до тех пор, пока у меня не случится наращивание корневой системы. Конечно, я могла бы ускорить этот процесс и орхидейке больше помочь, но самого эффективного результата вы не добьетесь ровно до тех пор, пока у вас не начнут расти корни. В первую очередь старайтесь именно смотреть, наблюдать, восстанавливать корневую систему. Как только это произойдет, и листья у вас сами поднимутся. Что хочу сказать про эту орхидею. Также тяжело больную. Мы до сих пор еще видим, что тургор местами у орхидеи не восстановлен. При том, что изначально, вот я вообще, когда сюда ее усаживала, я думала, что вот эти нижние листики, они отжелтят. Также думала, что вот этот лист, он пожелтеет и испортится. А все потому, что корневой не было вообще. Сейчас у орхидеи произошла такая ситуация, что полное корнезамещение. Она, ну, так скажем, омолодилась. И те корни, которые отвечали за вот эти листья, они погибли. Но орхидея их все равно держит. И тургор, при том, что корневой системы нет вообще, она только сейчас начинает нарастать, он у нее совсем, не совсем потерян. Он как бы потерян, но не совсем. Сейчас корневая наращивается и тургор восстанавливается. Вот эти уже два новых листика, это скорее всего те корни, которые сейчас растут и отвечают вот за эти два листа. Они абсолютно нормально здоровые. Без единой морщинки ничего здесь нет. Вот такая, ребят, фантастика. Ребят, как могла, я максимально вам все рассказала подробно. Если уж видео затянуло, вижу, что времени немного потрачено, вы, конечно, меня простите, но я дала вам важную и необходимую информацию.
Как я считаю и поняла для себя по прошествии многих лет по уходу, по реанимации, восстановлению и лечению орхидей, и акцент я именно сейчас делаю на то, что это ослабленные, это больные реанимационные орхидеи. Не все, конечно, прям реанимационные, но они на восстановлении, они на лечении. Такой метод пролива не прокатит со здоровой орхидеей. Если вы будете вот так по чуть-чуть, да там их поливать, вы их просто-напросто засушите. Чем больше корневой системы внутри грунта, тем больше необходимо орхидее воды. Когда у вас ситуация происходит ровно вот так же, как вот у этих орхидей, корешочки гнилостные, орхидея только после пересадки, либо орхидея с воздушными корнями, сейчас старайтесь аккуратничать. Если, я вам уже все сказала, если вы дадите большой и огромный объем воды, она просто с этим не справится. Она не сможет столько переработать много воды, и она начнет гнить еще больше. Методом пролива, микрополивом орхидею пролейте. Если время есть, вы можете с утра немного пролить и к вечеру немного пролить, и так каждый день. Я не люблю. Вот я, конечно, люблю орхидеи, но вот так с ними заморачиваться я не люблю. У меня тоже есть время, куда потратить. Мне проще дать немного побольше воды, увлажнить корневую систему, увлажнить грунт, и этого полива будет хватать на 2-3, ну на 4 дня, ребят, этого полива будет точно хватать. И я через 4 дня лучше подойду и еще раз их пролью. Думаю, что видео было для вас очень интересным. Также можете поделиться им где-то в своих социальных сетях. Обязательно не забудьте подписаться на мой канал. Всем, ребят, спасибо большое за просмотр. Надеюсь, что вы меня поняли. Постарайтесь со мной в комментариях пообщаться, рассказать о том, используете вы этот микрополив, этот метод пролива или нет. Всем спасибо большое за просмотр. Всем пока.